Как плести отростки? Напоминаю, что отростками в украшении я условно называю все те элементы украшения, которые идут от основной линии, то есть от стебля. Наглядно покажу, как аккуратно закрутить отросток. Нанизываем бусинку, отмеряем определенное расстояние, где она у нас будет располагаться в украшении. И да, мы можем отодвинуть те бусинки, которые нам сейчас мешают. Мы поджимаем с двух сторон нашу бусинку, чтобы она не болталась. Затем мы ставим руки так, как это было показано в видео о правильном плетении проволоки. Но в закручивании отростков есть небольшой нюанс. Мы ставим руки так, чтобы у нас получилась хорошая натяжка, а затем средним и большим пальцем мы фиксируем наш стебель украшения, то есть место стыка стебля и отростка, которое находится в непосредственной близости от бусинки, которую мы прямо сейчас закручиваем. Если отросток не закрутить до конца, в этом месте у нас появится просвет. И на примере другой бусины я покажу вам, как это может получиться. Напоминаю, что просветы от слова просвечиваться, то есть это такое плохо скрученное пространство между двумя проволочками, и из-за него у нас в будущем может сломаться украшение. Покажу вам плохой пример, как может получиться просвет. Я нанизываю бусину на проволочку и закручиваю ее. Я закручиваю отросток не до конца, не прямо до нашего стебля, до основания украшения. Как вы видите, у нас остается вот такая проволочка, пространство между стеблем и отростком. Если мы оставим все так, как есть, именно в этом месте и получится просвет. Ситуация осложнится дополнительно, если первый виток проволочки между стеблем и отростком вы закрутите также свободно. Вот таким образом у нас и получаются просветы. Так делать не стоит. И покажу, как можно это исправить. Я раскручиваю проволочку. Много раз так делать нельзя, пока вы плетете украшение, потому что проволочка теряет свою прочность и может сломаться. Я возвращаюсь к месту, с которого начинался наш просвет, и с хорошей натяжкой закручиваю наш отросток прямо до стебля, чтобы наш стебель и отросток вплотную прилегали друг к другу. Затем с хорошей и плотной натяжкой я закручиваю первый виточек между стеблем и отростком, стараясь сделать этот виток максимально близко к предыдущим двум линиям. А затем также с хорошей натяжкой продолжаю скручивать основание проволоки. Именно при таком плетении ваше украшение будет прочным, оно не будет иметь просветов и не сломается в местах стыков элементов.